Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, какой же будет зима. У нас с вами январь, февраль и март. Конечно же, я буду забегать вперед для того, чтобы у вас была четкая картина понимания мира. Если этого недостаточно, то в конце этого видео прикреплю годовой прогноз на 2026 год для раков. Там рассказала каждый месяц, каким будет в 2026 году. Если не посмотрели, посмотрите. Но после этого видео. А пока детальный разбор зимы 2026 года. И да, это гороскоп по декадам. Поэтому если вы смотрите по Солнцу, первая декада раков – это все те, кто родился в июне. Вторая декада, если вы родились с 1 по 10 июля. Третья декада, если вы родились с 11 июля и до знака зодиака Лев. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов знака зодиака Рак на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, тогда это первая декада. Если с 11 по 20, тогда это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Рака по асценденту. Ну что, дорогие, весна в 2026 году. Если вы обратили внимание, у меня это видео названо «Финал». На самом-то деле это и есть финал тех циклов, которые случались с нами как раз-таки за последние несколько лет. То есть те эмоции, те движения, все то, что происходило, и мы с этим были немножечко согласны или не согласны, да, по-разному у всех. Но сейчас хочу сказать, что где-то будет заканчиваться у какой-то декады прекрасная пора, у кого-то будет начинаться не очень легкая в эту зиму. Все это для того, чтобы как раз-таки вас подвинуть к новой жизни, для того, чтобы вы ускорились в своих действиях, начинаниях, пересмотрели свою жизнь и вообще включились по максимуму. Если я говорю какой-то гороскоп, и вам не нравится, что вы услышали, например, напряжение какое-то, это не говорит о том, что я вас как-то меньше люблю. Нет. Просто сейчас длина аспектов от меня вообще никак не зависит. Я лишь вам говорю, как можно ее компенсировать, нивелировать, сделать из минуса плюс для того, чтобы жизнь стала интереснее и приятнее. Или хотя бы ваши планы шли по вашим желаниям, понимаете? Потому что, как говорится, если мы ничего не предпринимаем, то все равно события случаются и так, как нам не понравится. А если мы участвуем, то мы можем это использовать в своих интересах. Ну что, дорогие, поехали. 2026 год у нас начнется очень ярко, очень быстро. И хочу сказать, что у нас сразу 3 января будет полнолуние. И полнолуние будет в Раке. Естественно, кто будет чувствовать? Вообще могу сказать, что вы, наверное, сами замечали, что раки больше всего чувствуют полнолуние, новолуние, и это абсолютно нормальная история. Так вот, 3 января будет полнолуние в Раке, и Луна будет в соединении с Юпитером. Конечно, Юпитер еще будет идти по третьей декаде Рака. И да, дорогие раки, третья декада, эта история, конечно же, в этом январе у вас связана с юпитерианскими историями, с желаниями роста, карьеры, статуса. При этом хочется еще и семьи, и детей, и чтобы дома все было хорошо, и недвижимость соответствовала. Я не могу сказать, раки, третьей декады, что вам не нужно это делать. Вам обязательно нужно стремиться к этому, ко всем юпитерианским историям, к своей профессиональной деятельности в том числе. Так вот, январь не только для раков третьей декады, это будет такое движение и рост вперед. Ну, у раков третьей и второй декады это очень такая мощная история, да, которая будет развиваться в этом январе. У раков первой декады, здесь пока еще нет таких сильных аспектов, нет таких мощных историй, они начнутся только в феврале. Но все полнолуние и новолуние, дорогие раки, первой декады, вы будете очень четко через ваш управитель ощущать, это будет такой толчок роста, движения вперед. Так вот, хочу сказать, что в полнолуние 3 января как раз-таки у всех раков появится такое мощное желание развиваться, расти вперед в профессиональной сфере, потому что ваш второй управитель, Солнце, находится
в Козероге, в соединении с Венерой, в соединении с Марсом. Это когда хочется и финансово зарабатывать много, это когда хочется и активно что-то делать, достигать в карьере, социальный статус, положение, стабильности. То есть знак Козерога – это про стабильность. При всем при этом хочется как-то вот это быстро сделать, потому что соединение Юпитера – это всегда история, когда хочется ускорить этот процесс. Но Юпитер – планета у нас добрая, поэтому ускоряйтесь, дорогие. Январь, могу сказать, что будет очень легким для раков. Опять же, первая декада, дорогие, если у вас нет своих каких-то персональных аспектов, которые я здесь в общем гороскопе не вижу. У вас лишь только у раков первой декады с середины января кармические узлы меняют декаду, из второй декады рыб переходят в первую декаду. И да, это начнет влиять на раков первой декады. А пока вот в начале января только могу сказать, что отдыхайте, отмечайте полнолуние, если вам так хочется. Главное, заострите себя на мысли, чего же вам хочется в начале 2026 года. Годовой прогноз уже записала. Там, конечно же, очень большие, мощные, интересные дела раки могут делать, поэтому планируйте свое будущее. Оно наступит таким, каким вы его хотите видеть, только при планировании. Вот такой год нас ждет, да. И январь, могу сказать, что он такой достаточно простой месяц, очень легкий. И у раков третьей и второй декады это движение вперед, роста хочется. У рака второй декады заканчивается как раз-таки в середине января вопросы с кармическими задачами. То есть вы последние полгода, раки второй декады, задавали себе вопрос, кто вы, кем хотите стать, когда вырастете, ваше самоопределение, ваше «я», эго, гордыня, можно это так сказать, ваш истинный характер. Поэтому если вы рак по Солнцу, тогда ваши основные принципы знака рак должны выходить на поверхность для того, чтобы как раз-таки перебороть все кризисы и трудности, которые есть у нас в этом мире. Только с пониманием своего Солнца получается достичь тех самых благ и возможностей, которые диктует ваш гороскоп. Если вы смотрите по асценденту, то тогда это социальная роль, социальная маска, естественно. Тогда этого выживания в социуме в том числе для того, чтобы быть успешным, ну и, в принципе, проявлять свои факторы выживания. Да, здесь ваши инстинкты играют очень важную роль. И да, раки третьей декады у вас, дорогие, еще в этом январе аспект Сатурна, аспект Нептуна работают в третьей декаде рыб, делают к ракам третьей декады гармоничные аспекты, поэтому раки третьей декады в этом январе приобретайте недвижимость, еще до 13-14 февраля у вас будет вот это окошечко приобретения недвижимости, поиск новой работы, потому что еще и Уран, извиняюсь, делает аспект из Тельца третьей декады, но при всем при этом, если есть такой внутренний страх перед будущим, идти как-то в новое, начать с нового чистого листа, как-то поэкспериментировать в работе, что-то другое интересное, совсем скоро уйдет оппозиция с Лилит от Урана, поэтому здесь отсюда могут быть страхи. Поработайте со своими страхами, чего же вы на самом деле боитесь. Не бойтесь, мы все чего-то боимся, это такая абсолютно нормальная история, поэтому ускоряйтесь в работе, в социальном статусе, у вас все должно складываться хорошо. Для творческих людей, раков третьей декады, тоже хорошие аспекты Нептуна будут длиться до 26 января 2026 года. Потом Нептун просто поменяет знак и перейдет в знак Овна. И там начнется совершенно другая история. Но пока мы еще в середине января, январь начинает ускоряться очень сильно с 9 числа. 9, 10, 11, 12. То есть очень много мультитранзитов начинают складываться вместе. Вы скажете мне, Женя, а что можно делать вообще в эти дни, да? То есть здесь на небе вот аспектов очень много начинает съезжаться. У нас Меркурий, Марс, Солнце, Венера. Все это в Козероге, все это в аспекте с Юпитером, который как раз-таки в середине января возвращается во вторую декаду раков. И здесь истории связаны с чем? Что захочется острого, резкого карьерного роста там, через противостояние у раков второй и третьей декады. И это нормальная такая история включения активности, мощности. Да? Поэтому здесь, дорогие раки второй и третьей декады, я вам могу сказать, что вам нужно максимально двигаться вперед.
хочется, составляем план, ускоряемся. Вопросы приобретения недвижимости, карьера, рост. В любовных отношениях могут быть какие-то переживания, трения, но для того, чтобы разобраться, нужно терпение, потому что Венера в Козероге, а это знак, который для того, чтобы решить проблемы, требует от нас основное свое качество – это терпение. Понимаете, да? Когда у нас есть вот гора этого терпения, тогда у нас получается и договориться, подобрать нужные слова. Мы не психуем, мы не эмоционируем, мы не бросаем слов на ветер, мы зрело, приземленно стоим на ногах, смотрим реалистично на эту жизнь, на свои отношения, и у нас все нормально, понимаете, я о чем говорю. А когда нас эмоции вот так раскачивают, ничего не происходит, просто качели, которые, к сожалению, могут не могут, и есть вот такие эмоциональные качели, это и есть гормоны, гормональная любовь. Поэтому смотрите, какой любви вам хочется, настоящей, реалистичной, либо же гормональной. Здесь каждый выбирает свое. Каждый на что привык жить в своей жизни, и здесь нет хороших и плохих, просто есть каждый личный выбор. Идем дальше. Середина января у нас начинает складываться все очень сильно вместе. Такого на самом-то деле яркого января не было давно. Очень много гармоничных аспектов. Они правда гармоничны. 18 января у нас начинается новый лунный цикл. Это новолуние в Козероге. И этот лунный цикл будет требовать от нас терпения. Я по-другому не могу это назвать, потому что январь еще можно назвать месяцем таким достаточно спокойным, достаточно рассудительным, когда у нас будет получаться, когда, если мы захотели, спланировали, начали делать, будет классно. И здесь, понимаете, ну только раки первой декады, у них вопросы будут связаны с кармическими вопросиками. И понимаете, здесь я вот могу очень много вам сказать событий, которые у вас могут случиться, но пока вы не решите, кем вы хотите стать, раки первой декады, да, ваше самоопределение, на что вы согласны, с чем вы не согласны, потому что у раков первой декады будет вообще такой вопрос, начинается с середины января, когда кармические узлы как раз меняют декаду, начинаются вопросы, со мной так можно, со мной так нельзя, то есть мне здесь надоело, мне вообще уже со мной вот хватит тогда, уже хочется ясности, хочется понимания, хочется большего, хочется стабильности, хочется любви к себе, да, хочется понимания, тепла, заботы. И это, понимаете, такие вещи, которые вроде как все понятно, но когда мы начинаем применять это на себя, примерять, у нас это оказывается большая такая внутренняя работа над собой, да, и здесь такие истории вот в январе у раков первой декады вот такие. И понимаете, в таком самоопределении, самоощущении себя невозможно как-то идти вперед и недвижимость выбирать, например. Почему? Потому что ты не понимаешь, какую ты хочешь. Ну, вроде как это, вроде подходит, вроде и по деньгам, но будет ли это мне там нравиться? Или же отношения, да? То есть нравится мне этот партнер или вообще он мне не нравится, а с этим я уже много лет вместе, и как-то мне хочется все по-другому. Понимаете, я о чем говорю? То есть у раков первой декады вот такой январь на самоопределение начинается, и ближайшие полгода до 27 июля 2026 года кармические узлы будут находиться в первой декаде оси Девы Рыбы. И буду задавать кармические вопросики как раз-таки раком первой декады, все то, что я только что сказала. И почему я так долго говорю про самоопределение, желание быть тем, кем я хочу, потому что это большая привилегия в этой жизни, стать тем, кем мы есть на самом деле, потому что многие на самом-то деле одевают маски и живут вот так. Потому что у нас в конце января меняется как раз-таки знак у Нептуна. Нептун переходит 26 января 2026 года в знак Овна и начинает делать квадратуру, а это напряженный аспект, Солнцу раком первой декады. Что такое Нептун? Это эмоциональные состояния, это выгорание, это депрессии в напряженном аспекте. Для людей творческих это потрясающие аспекты, потому что для творческих людей весь этот спектр эмоций – это потрясающая почва для работы. Для журналистов, для писателей, для музыкантов.
Это потрясающе для путешественников, они ищут свое вдохновение и так расслабляются в поездках. Нептун еще связан там с эмиграцией, да, то есть если вы решили куда-то переехать с одной части планеты в другую страну в какую-то, это будет даваться нелегко, но все-таки это получится на напряженном аспекте. Это какие-то эмоциональные события, не совсем приятные в личной жизни, да. Почему я про это говорю? Потому что следом у нас в феврале Сатурн меняет знак и заставляет вот так реалистично посмотреть на свою жизнь именно раком первой декады. Понимаете, я о чем говорю? То есть гармоничное влияние на раков третьей декады заканчивается в феврале, и начинается напряженный аспект к Солнцу рака первой декады. Вот такая история, понимаете? Почему я говорю раки первой декады? Чтобы в этом январе быстренько бы в себе бы вот так разобраться, но не все смогут, потому что фактически транзиты будут до конца июля 2026 года действовать. Вот такая история, понимаете? Раки первой декады. У раки второй декады у вас аспекты Юпитера и весь январь будут работать, и забегаю вперед, и январь, и февраль, и март, и апрель. То есть 11 марта Юпитер выйдет из ретроградного движения, но опять же он будет во второй декаде раком находиться, и это такой момент очень сильный, мощный, когда нужно прямо-таки с аспектами Юпитера поработать, то есть это благоприятные ситуации, моменты удачи, о которых вы меня так часто спрашиваете, когда в жизни получается то, что вы хотите. Юпитер – социальная планета, и с мая начнет эта социальная планета делать аспект гармоничный Солнцу раков третьей декады, поэтому запоминаем, да. Итак, Юпитер – социальная планета, все, что связано с образованием, путешествиями, командировками, нахождениями за границей в какой-то определенный срок, но все равно потом мы возвращаемся для того, чтобы расширить свои горизонты, масштабы своей личности, да, набраться какого-то нужного, важного для себя опыта. Это и командировки могут быть заграничные в том числе. Юпитер – это, когда он идет по раку, это решение своих проблем путем имущественных вопросов, то есть приобретение недвижимости, расширение семьи, кому-то захочется ребеночка, кому-то захочется вообще в принципе семью, это очень хорошие такие моменты для расширения у рака второй декады. И понимаете, в чем, дорогие? Вот если вы эту историю в январе подкрутите, тогда у вас каждый месяц зимы будет совершенно на других эмоциях. То есть вы будете январь высоко, февраль еще выше. То есть вы будете планомерно идти к своим результатам. Это раки второй декады. Но для этого нужно в январе, и было бы очень классно, в новолуние 18 января уже вы прям четко определиться, чего же вы хотите. От этого будут зависеть и покупки, потому что здесь приобретение недвижимости в том числе. Покупки легкие по прихоти – так себе идея. А вот покупки, такие основные, мощные, фундаментальные, работа, бизнес, для того, чтобы зарабатывать больше, очень хорошая история, будет связана у рака второй декады. У раков третьей декады в этом январе и в это новолуние 18 января очень хорошая история финансовая. Уже говорила про недвижимость, уже говорила про новую работу, про бизнес в том числе. Большой гигантский стелиум будет в третьей декаде Козерога делать оппозицию Солнцем раков третьей декады. Не могу сказать, что это плохо, плюсом здесь еще гармоничный аспект Сатурна, Нептуна, Урана. Ускоряйтесь, идите вперед, вкладывайте свой профессионализм в работу, в карьеру, ставьте высокие цели. У вас есть до середины февраля, окей, еще и февраль до конца, моменты, когда будет получаться по Сатурну сложные вопросы, схемы. Поэтому поднимайте максимально свою мотивацию, дорогие раки третьей декады. Это очень хорошая история. И да, у нас в конце января, 26 января, Нептун меняет знак. Я уже про это рассказала. Будут ощущать эту историю очень сильно на не одно десятилетие раки. В ближайшие несколько лет будет аспект Нептуна влиять только на Солнце раков первой декады, на других будет влиять косвенно. Поэтому здесь смотрите, раки первой декады с 26 января включаются все истории, связанные с Нептуном, поэтому здесь приземленность, ваш четкий план, куда вы идете по жизни, для того, чтобы эмоции вами не руководили. Потому что вы эмоциональный знак, и никуда от этого не деться.
Поэтому здесь Нептун, конечно, будет добавлять нотку иллюзий, вот такого состояния. Раки, третьей декады заканчивается у вас история с Нептуном в конце января, поэтому понимайте, что если вам хотелось нечто такого творческого, интересного, креативного, яркого, международного путешествий, поездок, отдых, запланируйте это в январе 2026 года. И вот мы идем в февраль. В феврале у нас тоже ярко. 1-2 февраля все зависит от того, в какой части планеты вы живете, находитесь сейчас. У нас полнолуние. Полнолуние у нас во Льве. Уже говорила, что в раке это тот знак, который чувствует максимально все новолуния и полнолуния. Полнолуние во Льве вообще захочется почувствовать себя самым классным и самым лучшим. Я не могу сказать, что это какая-то плохая эмоция для раков. Нет, это хорошая эмоция. Ракам иногда нужно выходить на первый план, потому что, и очень часто, потому что это тот знак, который всегда прячется за своей второй половинкой, который пытается угодить, если, конечно же, живет в гармонии со своим солнцем. То есть раки – это те знаки, которые сливаются в партнерстве, когда вот так вот хорошо, конечно же, если вы по солнышку своему живете, да, и этот момент нужно тоже очень понимать. Но в феврале у нас что-то ломается. Смогу сказать смело, что февраль будет одним из сложных месяцев в 2026 году. Почему? С полнолуния в начале февраля как раз-таки у нас запускается вот это внутреннее ощущение, что мы самые классные, и вроде как все люди вокруг нас, они немножечко не заслужили. То есть где-то взыграет обида, где-то гордыня, где-то непонимание, и дальше будет по накатанной. На 4 февраля у нас Уран выходит из ретроградного движения и будет плавно двигаться до 26 апреля 2026 года. Видите, какие красивые даты у нас, да, в 2026 году, когда планеты меняют знак. И будет входить в знак Близнецов. Когда Уран зайдет в знак Близнецы, перестанет быть вот это влияние гармоничное раком третьей декады. Поэтому, дорогие, понимаете, какой у вас такой временной порог для ускорения запуска всех своих процессов, действий, реализации и тому подобное. Понимаете, о чем я говорю, да? И да, что у нас еще следующее из событий, это в ночь с 13 на 14 февраля у нас Сатурн меняет знак, и он тоже переходит в знак Овна, и до апреля 2028 года он будет находиться в знаке Овна. Я не могу сказать, что это будет такой очень гармоничный период для раков. По крайней мере, астрологические события, вот здесь, которые есть, это квадратура, напряженный аспект. Опять же, я знаю очень много людей, которые живут с напряженными аспектами Сатурна, и они на напряженных аспектах Сатурна как раз-таки с ним потрясающе работают. Это приобретение недвижимости, это достижение своих карьерных целей, ожиданий, проявление своих амбиций, это не развод, например, да, в семье, не охлаждение отношений, а когда у нас сбрасываются все иллюзии, там еще и Нептун рядышком идет, да, когда у нас сбрасываются все иллюзии, и нам становится максимально понятно, не тревожно, да, нам становится максимально понятно, кто мы, то есть какого уровня трудностей мы выдерживаем, какого уровня трудностей выдерживает наш партнер, и мы кооперируемся в партнерстве. Поэтому у меня на эту тему есть большое видео «Любовный гороскоп», 1,5 часа оно длится, там есть любимые тайм-коды. Посмотрите, как влияние каждой планеты изменяет отношения, то есть вносит изменения в отношения, в которых, казалось бы, у людей любовь, все понятно, много лет вместе, но здесь какой-то аспект планеты, и все в жизни начинает резко меняться, вплоть до разрыва отношений. Но это все можно изменить. Было бы желание и реальное ощущение в голове, что нам это нужно, то есть понимание, когда тебе это нужно, партнеру это нужно, и тогда люди работают над отношениями, когда понимают, что это важно. В целом, когда Сатурн перейдет в знак Овна, это наша продуктивность, она станет такой яркой, дерзкой, быстрой, гораздо быстрее, чем когда Сатурн шел по рыбам в мировом масштабе. Но для знаков рака
Совершенно понятно было, когда Сатурн шел по рыбам, то есть это такая спокойная энергия, которую можно было вот так направить, и эмоции были вот такие гибкие. А когда по Овну, это очень быстро, это напряженно, и все-таки раки любят энергии мягче. Поэтому вот такой у нас будет февраль. И вишенкой, конечно же, это коридор затмений. С 17 февраля по 3 марта. Коридор затмений начинается с новолуния в Водолее. Понимаете, о чем говорю? И это достаточно сложный месяц, потому что рак – это тот знак зодиака, который любит стабильность. Да? И опять же, это кардинальный знак, который очень долго принимает решение, но если принял, то он стабилен в своих взглядах, он неизменчив, как, например, скорпион или рыбы, например, да. Нет, нет, нет. Здесь как раз-таки рак очень стабилен, как козерог, но очень мягкий. Поэтому здесь таки нужно эту историю понимать, что рак может стать и очень злым в этот момент, когда Сатурн будет идти по знаку Овна. Просто нужно вот эту свою злость и силу конвертировать в действие согласно своего плана. Поэтому, дорогие, смотрите, Сатурн будет идти по Овну. На это будет у меня еще, конечно, отдельное видео подробное, как оно будет происходить. Но Сатурн будет идти по первой декаде Овна, то есть влиять на первую декаду Рака. Эта история будет длиться до мая, до конца апреля 2026 года. Май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь влияние будет на вторую декаду рака. Понимаете, о чем я говорю? Все, что связано с покупкой недвижимости, социального статуса, семья, если у вас охлаждение отношений, разбирайтесь в этом. Почему? Находите свою мотивацию, свою стабильность, стройте заново свой фундамент, и тогда у вас все будет хорошо. Еще раз говорю, Сатурн – это не обязательно разрыв. Разрыв – это когда мы ничего не хотим делать. Понимаете, о чем говорю, да? И идем дальше. Коридор затмений. На растущем лунном цикле. То есть я могу смело сказать, что для того, чтобы этот коридор затмений прошел очень хорошо и ярко, нужно ускоряться. Но опять же, кому-то захочется свободы, максимальной свободы, потому что Солнце с Луной здесь в соединении будут в Водолее. При всем при этом в квадратурах к Урану. И здесь захочется в феврале как раз-таки сказать, что мы устали, нам надоело, что это совершенно не то, о чем мы просили и хотели. И здесь, конечно же, начнутся разрывы отношений. Опять же, нужно понимать, дорогие раки первой, второй и третьей декады, что коридор затмений – это очень эмоциональный период нашего времени. Вот здесь именно этот период как раз-таки нам покажет, каким будет у нас лето. Потому что все, что мы сделаем сейчас, мы с этим можем разбираться вплоть до лета, потому что у нас в августе следующий коридор затмений, и он будет как раз таки у нас с 12 по 28 августа, но он будет гораздо интереснее. То есть аспекты там почти все гармоничны, а здесь нет. Здесь захочется сказать, что где-то мы устали, где-то нам надоело. Поэтому здесь, дорогие раки, не бросайте. Не бросайте, потому что у вас на самом-то деле, у раков второй декады, абсолютно гармоничная история движения роста вперед. Здесь и Меркурий будет в гармоничном аспекте с Юпитером делать вам аспект, и Венера гармоничный аспект будет делать к ракам как раз-таки второй декады. И здесь финансовая история, коммуникации, поездки в конце этого февраля, все, что связано с работой, то есть будет запускаться у вас вот эта очень интересная работа, связанная с Юпитером. Все, что вы себе напланируете много и больше, будет очень хорошо. Ничего не запланируйте, просто будет такое тусовочное время, когда захочется отдохнуть, потусоваться, особо ничего не делать. Понимаете, вот такая история. У раков первой декады здесь, конечно же, начинается очень сильно как раз-таки влияние из Сатурна, влияние Нептуна. И здесь такое ощущение, как будто жизнь резко вот так взяла, изменилась, и как будто это такие большие, мощные эмоции, но вы не понимаете, что с ними делать. Вы, дорогие, на самом-то деле на пороге другой вашей новой жизни. Сатурн будет форсировать события и заставлять, можно так сказать, проявлять сатурнианские качества.
То есть становиться ответственными, более профессиональными для того, чтобы у вас был финансовый фундамент, для того, чтобы у вас было положение в обществе, для того, чтобы у вас было понимание вашего реального настоящего, на основе которого вы потом построите свое будущее. То есть для раков первая декада – это стимул к развитию бизнеса, это коридор затмений на растущем цикле, поэтому здесь нужно начинать нового. Чем больше нового начнете, даже если вы когда-то начинали и не получалось, начинайте как раз-таки эту новую жизнь, начинайте с февраля. И будет очень хорошо, очень мощно, получится ярко. Про рака второй декады сказала, раки третьей декады. Дорогие, смотрите, у вас будет здесь движение через Уран. Уран в напряженном аспекте к Луне и Солнцу будет казаться, что вы вроде как не все сделали, что вам хотелось, поэтому ускоряйтесь и делайте больше, и делайте красивее. И будет у вас тогда этот коридор затмений тоже ваш личный прорыв. Но, опять же, не рвите свои отношения, потому что здесь будет внутреннее желание так сделать, чтобы получить максимально свободу. Здесь, конечно же, в профессиональную сферу уходите, проявляйте себя по-новому, смотрите на новые возможности, которые есть, новые влияния в бизнесе, в знаниях, в работе. Кому-то захочется автомобиль, кстати, купить. Очень хорошая история здесь. Посмотрите, выбирайте, походите. Гармоничный аспект Урана всегда дает покупку автомобиля, либо приобретение, которое было у вас такой покупка мечты, желание, такая вообще большая цель, очень красивая, но вы не могли к ней прийти. И такое сбывшаяся мечта. Вот такая история. Дорогие раки третьей декады. Сложность, могу сказать, что у нас в этот коридор затмений накладывается еще период ретроградного Меркурия, но опять же, это не такая уж и сложность. Единственное, что он у нас будет долгое время ретроградным с 26 февраля по 20 марта, это больше, чем 3 недели обычных. Он будет находиться в рыбах, но при всем при этом для раков и третьей, и второй, и первой декады это гармоничная история. Здесь момент договариваться, разбираться в своих любовных отношениях, потому что ретроградный Меркурий будет в соединении с Венерой на момент ретроградности. И весь март это история, когда нам захочется больше финансов, когда нам захочется делать какие-то покупки. Но там в марте есть такой период, я про него чуть позже скажу, когда импульсивные покупки все-таки лучше не делать. Это вторая половина марта, поэтому здесь, конечно же, понимаете, дорогие раки, что все-таки март такой достаточно непростой у нас будет месяц, все будет зависеть от эмоционального состояния, сложившийся коридор затмений. И здесь нет ни хороших и плохих, здесь просто насколько мы выдерживаем вот количество аспектов, потому что многие даже не могут выдержать множество гармоничных аспектов и начинают немножко реагировать не так, как надо. Просто спокойно, просто дышите. Мы совсем справимся. Один из сложных месяцев – это февраль. Да, я это везде говорю, потому что здесь складывается очень много таких историй. Но опять же, запоминайте, коридор затмений – это лишь эмоциональное состояние, когда мы по большей части боимся. Да, здесь имеют место быть кармические аспекты. Конечно, от этого никуда не деться, потому что даже в период ретроградного Меркурия, то есть ваши управители и Луна, и Солнце находятся как раз-таки в гармоничных аспектах к кармическим узлам. И да, дорогие, этот коридор затмений вам нужен для того, чтобы ускориться, пойти вверх, в рост. Я уже каждой декаде сказала, что нужно здесь максимально делать для того, чтобы этот коридор затмений у вас был классный. То есть нужно начать жизнь с чистого листа, снова. Не обязательно обнуляться, опять же. Убирайте вот эту философию обнуления. Многие почему-то думают, что для того, чтобы начать свою новую жизнь, нужно все разрушить. Нет, можно просто проснуться и сказать: так, а я-то хочу большего, почему я топчусь на месте и в отношениях не разрешаю себе, не знаю, подарки, любви, тех эмоций, которые хочу, почему я в финансах себе не разрешаю там крупных сумм, почему я себе не позволяю там хорошую должность на работе, почему я не позволяю себе с друзьями, с единомышленниками встречаться. И все эти вопросы как раз-таки было бы очень хорошо подтянуть в феврале. Но, опять же, месяц нестабильный, поэтому я говорю, что эти итоги свои хорошие классно бы подвести в январе, чтобы в феврале уже был такой стержень движения вперед для ускорения. И да, коридор затмений у нас заканчивается 3 марта. Заканчивается полнолунием в Деве. Полнолуние в Деве – это всегда такой очень честный
Не всегда приятный показатель, когда мы честно отвечаем себе на вопросы, что у нас получилось, что не получилось. Очень часто мы себе говорим о том, что у нас не получилось. У раков первой декады будет эта история работать еще и с аспектами Лилит на кармических узлах. И здесь, конечно же, дорогие раки первой декады, я надеюсь, что в этот коридор затмений страхи вас все-таки не одолеют, вы будете сильнее их. Но подводить итоги 3 марта все-таки будет такое состояние из чувства страха, как будто бы я недостоин пойти дальше, как будто мне вот и моего уровня достаточно. Убирайте всю эту историю. Лилит идет по Стрельцу до сентября 2026 года, там 13-14 сентября она поменяет знак и перейдет в знак Козерога, и будет делать уже постоянный аспект в течение 9-10 месяцев Солнцу всех раков. Понимаете, о чем говорю? То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть это оппозиция к Солнцу раков первой декады. И да, дорогие, понимаете, вот сейчас лучше бы вот хорошо в марте бы закрыть вот эту историю со своими страхами и понять, чего же вы хотите, потому что здесь и Сатурн говорит, надо бы уже как-то очень много чего сделать в своей жизни для того, чтобы подняться, позволить себе как можно больше, и чтобы март прошел более стабильно, потому что март у нас вообще месяц нестабильный. И раки второй декады, у вас абсолютно гармоничные аспекты на финал коридора затмений. Если вы работаете с Юпитером, у вас должны быть и покупки, и приобретения, и жизнь ваша должна улучшиться абсолютно качественно. Для рака второй декады март будет связан с Юпитером. А это всегда, если мы развиваемся, растем, очень такой классный период нашей жизни. Если мы не растем по-юпитериански, согласно этой планете, тогда это просто хороший такой период, который не будет нас как-то омращать, отягощать. Кто-то хочет потусоваться, просто как-то расслабиться, отдохнуть, тоже хорошим. Тогда у вас будет этот март на раке третьей декады. У вас, дорогие, здесь такой, знаете, большой скачок перед тем, как Уран поменяет знак. И здесь, конечно же, мощные вопросы, связанные с финансами, сделками, потому что Уран еще находится в гармоничном аспекте с Сатурном, Нептуном, и к ним еще подкатывается Венера. И половину марта Венера будет в соединении. То есть первую половину марта она будет в соединении с Нептуном, с Сатурном и в очень гармоничном аспекте с Ураном. Эта история будет хорошо работать с раками третьей декады на приобретение недвижимости, на заработок денег. То есть первая половина марта у раков третьей декады вот такая. Хочу сказать, что у раков первой декады возможны вопросики в отношениях, пересмотр своих отношений, пересмотр своих финансов. И здесь, конечно же, нужно держаться за стабильность и за реальность. Венера у нас чуточку позже, 6 марта, переходит в знак Овна, но находится в соединении с Нептуном и Сатурном еще неделю. И эту историю тоже нужно понимать. Захочется как-то ярко, быстро, дерзко все изменить, но постарайтесь медленно и стабильно для того, чтобы не улететь в те реальности, в которые не хочется улетать и с этим разбираться. Вот так у нас начинается март. И у нас из следующих событий 11 марта выходит из ретроградного движения Юпитер. Это ощутят только раки второй декады. Очень гармоничный для вас период жизни на самом-то деле. Делайте как можно больше, приобретайте недвижимость, развивайтесь в карьере, в работе, путешествуйте, учитесь, создавайте семью, планируйте детей, в ремонт. Тоже такие очень хорошие гармоничные эмоции. Понимаете, что вам сейчас кармические задачи вот так вот подсвечивают делать на максимум. Раки первой декады у вас, дорогие, в этот период нужно как раз-таки, если еще не решили вопросики с страхом, переживаниями, можете провиснуть. Но опять же, у вас момент в первой половине марта уже говорила, здесь вопросы с отношениями, здесь вопросы в финансах, постарайтесь их решить, и тогда они у вас начнут прибывать, и в отношениях тогда начнет улучшаться история. Не очень хорошая история тратить деньги, потому что они будут улетать. И вторая половина марта такая себе для траты денег, потому что Венера становится в квадратуру с Юпитером. И эта история такая немножечко сложненькая, понимаете, да? Когда противоречивые чувства нас будут заставлять тратить деньги по пустякам на какие-то бренды, вещи, на которые нам не особо нужны. Поэтому здесь будьте аккуратны.
У раков третьей декады мощный период движения роста, я уже говорила, через Уран у вас будет работать вся эта история весь март. И, пожалуй, из следующих событий 19 марта, дорогие, у нас новолуние. Новолуние в рыбах. Солнце с Луной в рыбах, Нептун с Сатурном в Овне. Это такая история, которая будет немножечко стабилизировать, гармонизировать. Могу сказать, что следующий лунный цикл, он будет в принципе интересным. У нас апрель будет активный, яркий, с движением, полегче, не такой эмоциональный, потому что март все-таки продолжение эмоций февраля. Февраль в этом году у многих знаков сложных, а рак, естественно, это тот знак зодиака, который чувствует других людей. Это тоже нужно очень хорошо понимать. Поэтому здесь, мои дорогие, просто понимайте, что новый лунный цикл начинается 19 марта, 20 выходит из ретроградного движения Меркурий, он будет в рыбах в соединении с северным кармическим узлом, влияние будет раком первой и раком второй декады. Нужно это хорошо понимать, постарайтесь максимально договариваться, и все у вас будет хорошо. Решайте вопросы, решайте конфликты, какие-то сложные ситуации. Они должны у вас получаться и решаться хорошо. Идите в развитие, действуйте, и все будет у вас тогда хорошо. 21 марта у нас в 2026 году начинается астрономическая весна. Такое мощное событие, это традиционно, когда Солнце переходит в первый знак, а где-то оно даже и 20 марта перейдет в знак Овна. Все зависит от того, в какой части планеты, дорогие мои, вы живете. И у нас начинается астрономическая весна. Что хочу сказать про этот момент? Штормить, конечно же, будет раков первой декады в этом марте. Почему? Все из-за кармических узлов, которые все-таки в аспекте с Лилит. Будет внутреннее чувство страха, волнений, переживаний, что вы недостойны, что у вас не получится. Дорогие, да все получится. Лилит, когда в Стрельце, эта история связана... Стрелец – это вообще знак зодиака, который олицетворяет успех, подъем, когда получилась карьера, когда получился социальный статус, то есть такая творческая энергия в том числе, да, то есть когда получается свое социальное положение улучшить, да, и вот многие боятся успеха на самом-то деле. Посмотрите все свои страхи, связанные с успехом. Чего же вы боитесь, с чем же вы боитесь не справиться, если достигнете успеха? И почему вы не достигаете его? То есть и вот такая история, когда вы с этим разберетесь, уже в конце марта Лилит уйдет во вторую декаду Стрельца, и не будет вопросики никакие оказывать влияние для раков вообще ни второй, ни третьей декады. Пока, по крайней мере, опционально я этого не вижу. Вот такой будет март. Он заканчивается здесь и заканчивается, в принципе, напряженные вот такие аспекты. В конце марта Венера будет идти по третьей декаде Овнов, могут возникнуть трудности в отношениях у раков третьей декады. Не будьте трудными в отношениях. Просто когда Венера идет в напряженном аспекте, это всегда история, когда нам нужно быть аккуратнее с финансами, но при всем при этом уделить максимум внимания в отношениях, для того, чтобы отношения не стали разрушаться. Вкладывайте романтику, вкладывайте действия и поступки, и все у вас будет складываться хорошо со своей второй половинкой. Вот такая у нас зима. Могу сказать, что это обязательно будет начало новой жизни, да. Это финал каких-то старых прошлых эмоций, завершение циклов, конечно же, еще у раков третьей декады будет вот эта история, связанная с Ураном, длиться до конца апреля, когда вот так вот все оно идет. У раков первой и второй декады, у раков первой декады начинается уже такое резкое смещение, изменение жизни. Просто эту историю нужно таки понимать, что если начинает трясти, значит пора что-то менять. И я не могу сказать, что изменение это плохо, потому что очень часто мы сливаемся с партнерами, с работой, со своими какими-то обязанностями в жизни и забываем про себя. Поэтому здесь, раки, на первой декады обратите на себя, чего же вы на самом деле хотите, и тогда все начнет подстраиваться под ваши желания, потому что вы эмоциональный знак, и когда ваши эмоции как раз внутри, вы реально приняли решение и вы хотите, у вас тогда будет складываться этой зимой все, как вам хочется. И если вы в январе все это в голове в своей уложите, тогда у вас и февраль не будет таким напряженным и нестабильным, и март не будет таким эмоциональным.
тогда эти 2 месяца сложатся продуктивно. У рака второй декады вообще эту зиму, могу смело сказать, действуйте на аспекте Юпитера, дождитесь его в середине января и сделайте как можно больше классного в своей жизни. От приобретения недвижимости до улучшения семьи, своего социального статуса, карьеры, работы, своих достижений. Тогда вы сами скажете, какой я классный, какая я молодец. Раки третьей декады, у вас очень много еще аспектов и в январе, и в феврале от Сатурна, когда вы можете браться за самую тяжелую работу, и она вам будет очень хорошо быть оплачиваемая, да. Конечно, потом уходят вот эти гармоничные аспекты от Сатурна и Нептуна, и остается лишь гармоничный аспект Урана, когда нужно все-таки начинать новое, с новым масштабом, размахом. И потом еще Юпитер в начале мая перейдет в третью декаду рака. И здесь, конечно же, юпитерианская история тоже заставит вот так подняться наверх. Вот такой гороскоп, я считаю, для раков только к стимулу, к развитию. Постарайтесь не эмоционировать, а если эмоции выходят, пишите себе почему так случилось. Это неплохо, разбираться в себе и знать себя – это очень хорошо. Это нас отличает от роботов. Мы люди, да, и мы можем менять свою точку зрения, менять свой взгляд на разную ситуацию, и это хорошо. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео. Я желаю вам потрясающе продуктивной зимы. Постарайтесь все события сложить в свою пользу. Ну а если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях, пишите свою дату, время, место рождения и ваши вопросы. Я в режиме свободного времени отвечу. Ну и по классике в конце актуальной ролики, если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение, и пусть у вас все будет хорошо. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.